Меня зовут Наташа, я волонтер, я увлекаюсь сейчас музыкой, журналистикой, литературой, в какой-то степени даже живописью. А, Ну, конечно, на первом месте у меня музыка, я не могу без нее жить. Также мне очень интересна психология, именно психология детей, узнавать их внутренний мир. Для меня это очень интересно. Я волонтер английского языка у детей, малообеспеченных детей. И мне это очень интересно тем, что мне приходится узнавать их, искать каждому какой-то свой подход, потому что они сейчас формируются как личность, и очень важно, чтобы их окружали добрые, любящие люди, которые правильно будут их воспитывать, и очень важно, чтобы мы для них были примером. Когда я стала пробовать себя в этом проекте, я поняла, что мне это очень нравится, и не хочется мне оставлять это дело, потому что это очень интересно для меня, и я знаю, что это нужно для детей, для которых я это делаю. Когда я преподаю английский язык детям, я, конечно, понимаю, насколько тяжело быть учителем, потому что они должны контролировать каждого ребенка и каждому вложить тот материал, который они должны им преподать, чтобы каждый это понял. Я поняла, что это настолько сложно, и раньше я не понимала учителей, которые мне преподавали уроки, потому что я думала, это не так сложно, что учителем будет, наверное, самая легкая профессия. На самом деле это, мне кажется, даже самая сложная профессия, потому что нужно каждому найти свой подход, нужно держать дисциплину, и нужно иметь такой метод, который подходит всем, и за какие-то 45 минут или за час объяснить им тему, чтобы они поняли, и при этом, чтобы никто не обиделся на тебя, чтобы каждый тебя любил, и то, чтобы ты выражал свою любовь. Мне кажется, это даже сложно так вот, не то чтобы заставить полюбить всех детей, но, конечно, ты их полюбишь сразу, потому что ты видишь, что каждая индивидуальность. Раньше я, когда видела детей, просто много детей, для меня это было как куча детей, просто все одинаковые, всем бы поиграть, никому ничего не надо, беззаботное детство. А сейчас я вижу в каждом индивидуальность, каждый чем-то отличается, у каждого свое мышление, свой внутренний мир, у кого-то уже какие-то есть душевные травмы. Это естественно, потому что раз дети малообеспеченные, у них не хватает внимания. И я очень удивляюсь тем людям в том интернате, которые уделяют время, которые жертвуют своими интересами, своими удовольствиями ради детей. Я, конечно же, многому научилась того, что на самом деле в мире я раньше бы без этого не увидела. Именно это то, что дети, они нуждаются в любви, и нужно учиться любить детей так, чтобы они почувствовали, чтобы через 10 лет они вспомнили, и на них эта любовь, такое, как маленькое семя, оно взрастало, и чтобы, когда они сами росли, эта любовь вместе с ними как бы росла. Волонтерство, оно помогает человеку увидеть себя в разных сферах, познакомиться ближе с миром, с людьми, увидеть мир другими глазами вообще, конечно, потому что мы иногда варимся в собственном соку, не видим, что происходит в мире, а именно став волонтером, ты видишь другой мир совершенно, не как ты раньше его представлял. Если это ты помогаешь в каком-то гуманитарном направлении как волонтер, то это вообще замечательное преимущество — увидеть мир другими глазами.